что умел к 10 годам каждый советский школьник. Нашим детям и не снилось. В последнее время все говорят, что раньше было лучше. Но каждое поколение двигает цивилизацию вперед по-своему. Современный малыш, например, обращается с гаджетами увереннее, чем его бабушка. Но все-таки советские дети и нынешние очень сильно отличаются друг от друга. И сегодня мы об этом поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Самое главное отличие было в том, что с раннего детства детей готовили к самостоятельности и труду, чтобы юный гражданин в будущем приносил пользу обществу, как гласил один из коммунистических лозунгов: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Сейчас же тенденция перешла от общего к частному, очень упрощенно и примитивно можно обобщить так: каждый сам кузнец своего счастья. Но правильно ли это? Так каким же умением и навыкам учили детей? Итак, самое первое – быть самостоятельным. В советской литературе завязка сюжета часто начинается с того, что дети были дома одни. А ведь на самом деле никто не боялся оставлять пятилетних малышей дома. Дошкольники спокойно передвигались по своему району без присмотра взрослых, ходили в магазин за молоком и хлебом, стояли как все в очереди. Младшие школьники сами ходили на занятия, возвращались домой, чтобы пообедать, выучить уроки и снова отправлялись в музыкальную или художественную школу, спортивные секции. Родители в это время были на работе и не могли даже проконтролировать местонахождение своего ученика. Сотовые еще не придумали, домашний телефон был далеко не у всех. После уроков тогда не было такого количества встречающих мам, пап, бабушек. К сожалению, времена изменились не в лучшую сторону. Отправлять первоклашку в школу одного попросту страшно. Помогать взрослым. В советской школе дети регулярно дежурили в классе, следили за порядком и чистотой, подметали и мыли полы сами, а не нанятый на деньги родителей уборщик. Детей привлекали для работ в школьном дворе: подмести, собрать листья, прополоть траву, посадить деревья. У ребенка были и домашние обязанности, тут уж каждая семья устанавливала свои правила. А еще была общественная работа – помогать ветеранам, инвалидам, одиноким пожилым людям. Тимуровцы закрепляли за собой адреса всех, кто нуждался в помощи, и после уроков отправлялись творить добрые дела, покупать продукты и лекарства, наводить порядок в квартире и тому подобное. Время от времени в школе начинались кампании по сбору макулатуры или металлолома. Соревновательный момент сильно подстегивал учеников, стягивающих со всей округи в школьный двор бумагу и старую домашнюю утварь. А летом и осенью учеников ждала другая обязаловка – сельскохозяйственные работы. На сборе урожая клубники, черешни или винограда работалось веселее, не то что на уборке картошки или свеклы. Но все равно никто не ныл, надо так надо. Приготовить обед и погладить белье. Советский школьник мог себе сообразить обед, приготовить яичницу или сварить кашу. В школах часто проводили конкурсы, которые больше подошли бы домохозяйкам: почистить картошку, нашинковать на скорость капусту, сделать салат. Участвовали даже первоклассники. Не было ничего выдающегося в том, чтобы погладить свой пионерский галстук. А это, спешим заметить, очень непростая задача. Шелковая ткань от горячего утюга так и норовила расплавиться и оставить дырку на алом полотне. Девочки, к примеру, с 1 класса приучались ухаживать за форменным платьем. А это значило пришивать чистые воротнички, предварительно от паров грязной. Воротнички стирали, крахмалили, гладили и пришивали особым тайным швом. В 21 веке дети все меньше имеют практических навыков, они становятся беспомощнее в бытовых вопросах. Делать уроки без помощи родителей. На совести ребенка было записать домашнее задание в дневник. Если не записал домашку, топаешь к однокласснику выяснять. Сейчас до позднего вечера не смолкают родительские чаты в WhatsApp. Что задано, как делать, что учить наизусть. При этом у всех детей есть телефоны. Но что-то им мешает проявить ответственность, может, излишняя родительская опека. Взрослые, конечно, всегда помогали выполнять упражнения, но это не поощрялось. Помните, как у Носова, Витя Малеев учился сам решать задачи и как весь класс помогал исправлять успеваемость Косте Шишкину. Пользоваться логарифмической линейкой. Примерно до начала 80-х годов, пока не появились калькуляторы, на уроках алгебры и геометрии школьников учили пользоваться логарифмической линейкой. С помощью вычислительного прибора можно было делать умножение, деление, возведение в степень и многое другое. Устройство простым не назовешь, но если ребенок освоил принцип работы с логарифмической линейкой, то ему было значительно легче производить сложные расчеты. В старших классах факультативно учили считать на счетах.
Сейчас эти методы устарели, школярам уже нет нужды ломать голову в их освоении, но не забыты, некоторые модели мужских часов имеют встроенную логарифмическую линейку вокруг циферблата. Искать ответы в библиотеке. Информации стало много, и она легкодоступна. Школьникам не нужно читать полные версии произведений, ломать голову над задачами или перелопачивать десятки книг, чтобы написать один доклад по истории. При малейшем затруднении ученик отправляется не в библиотеку, как сделал бы его советский сверстник, а в интернет. Запоминать не нужно, память не тренируется, и в итоге знания в голове не задерживаются. Иметь каллиграфический почерк. Поколение учеников из 50-60-х годов могли похвастаться красивым почерком, потому что писали перьевой ручкой. Дело в том, что чернила ровно ложатся на бумагу только при определенном наклоне наконечника, иначе либо будешь царапать бумагу, либо нальешь на бумагу чернил. Поэтому чистописанию отдавалось много времени и усилий. С шариковой ручкой все гораздо проще. Но если в первом классе ребенок и сейчас старательно выводит буквы, то к старшим классам почерк учащихся, к сожалению, портится. Пришивать пуговицы и делать табурет. Уроки труда были с 1 класса. Сначала детвора упражнялась в чем-то простом, аппликации, пластилиновые поделки, а потом уже мастерили что-то посложнее. Дети умели держать иголку в руках уже с начальной школы, пришить пуговицу, сделать маме к 8 марта салфетку-прихватку. В начальной школе в кружки вышивания с удовольствием ходили и девочки, и мальчики. Позже учащиеся делились на группы, девочки учились шить, вязать, готовить. А мальчики осваивали ремесленные профессии, работали со стамесками, молотками и рубанками. Причем подготовка учеников была не для галочки, а основательной. Каждая школьница могла сама сшить фартук или простенькую юбку, а мальчик сколотить деревянный скворечник или табурет. А смогут ли этим похвастаться современные школьники? Дети умели беречь вещи. Всегда были и есть очень аккуратные дети и не очень бережливые растеряши, но дефицит товаров делал свое дело, советские люди к вещам относились трепетно. Одежде продлевали срок носки, штопали, накладывали лотки, аппликации, бытовую технику ремонтировали. Дети тоже не были избалованы доступностью товаров в магазинах, поэтому знали, как подправить разорвавшуюся обложку книжки, зашить дырку на колготках или починить самокат. Советские дети умели общаться. Они и сейчас умеют это делать, но чем старше становятся, тем труднее им обойтись без гаджетов, аккаунтов в соцсетях, чатах в мессенджерах. Обратите внимание, как проводит время компания школьников, каждый занят своим смартфоном. Советские дети после школы торопились сделать уроки, чтобы побежать на улицу, играть в войнушку, казаки-разбойники, прыгать в крестики-нолики или со скакалкой. Если родители за провинность не пускали на прогулку, это считалось большим наказанием. Нынешняя молодежь торопится поскорее погрузиться в виртуальный мир. Играть в опасные игры. Страшно представить, но когда-то мальчишки поголовно имели при себе небольшой перочинный нож и использовали его не только для того, чтобы подтачивать карандаши и вырезать лук и стрелы. Во дворе дети играли в ножички, кидая острием в нужную точку. В травмоопасную игру малышей не брали, а младшие школьники уже могли соревноваться. В арсенале мальчишек еще имелись пистолеты с пистонами, пластмассовые автоматы и рогатки, доставляющие кучу проблем учителям. Жесткие пульки валялись по классу, а небольшие камешки, отправленные с рогатки, легко били стекла. Согласитесь, что между современным поколением детей и советскими школьниками целая пропасть. Но, вероятно, это всего лишь веяние времени. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!